Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная серия про гоночный болид на базе вот этого вот мощнейшего и сверхоборотистого двигателя от Yamaha R1. Сегодня мы продолжим заниматься сиденьем, а может быть еще что-то поделаем. Правда, надо ее как-то отсюда извлечь. Я уже пытался, но не вынимается, друзья. Все-таки опасения оказались не лишними, она прилипла. Ну, по-любому я вознамерился это все дело раздолбить, и мы получим гладенькую форму в конце-то концов. Вы, наверное, заметили, что долго не выходили видео. Это неспроста, друзья. Я немножечко тут приболел. Ну, сейчас со мной все нормально, все уже реабилитировался, вхожу в режим. Нет, это была не корона, это был, ну, судя по анализам, какой-то сверх-мега-грипп. Я просто трупом 4 дня лежал, ну вот уже восстанавливаюсь. Кстати, ребята, спасибо вам за донат на реабилитацию. Я вроде как сильно это не афишировал, но вы таки узнали, прознали, и была небольшая помощь этому каналу. И да, ребята, так как по-прежнему отсутствует монетизация в русскоязычном ютубе, то я по-прежнему нуждаюсь в ваших донатах, в вашей помощи. Если кто-то хочет помочь этому каналу в развитии, реквизиты по-прежнему в описании под этим видео, ну и в закрепленном комментарии. Никак она не извлекается. Я уже по-разному тут пробовал. Естественно, с краев она немножко пошла, но не более того. Все-таки ожидания наши оправдались, что она не будет извлекаться. Видимо, всему виной вот эта вот оранжевая краска, которая под ней. Меня это, в принципе, никак не остановит. Я ее все равно вытащу. Так, это я отклеил дно, друзья. Днище прорвало, получается. Но форма все еще тяжелая. Весь гипс, он с той стороны. Но уже полегче все же. Так, дальнейшие действия. О! Боковины тоже легко отрываются. Вот такая вот конструкция получается. О, тут видно, что не так уж-то она и прилипла. О, ребят, отрывается. Нормально. Так, все гладенькое. Ух, крепенькое такое. Надо все оперативно вывозить, потому что вот это уже чистый мусор. О, отслоилось. Все. Вот такой вот агрегат получился. Вот, обратите внимание, видите, беленький, это разделитель. Какой огромный слой здесь. Но тем не менее, все равно вот как-то прилипло оно. Въелось. И целиком вытащить не удалось. Очень странно, если честно. Ну, ничего. Приходится одевать полную экипировку. Ну, что поделать, друзья, стеклопыль — это очень страшная вещь. Потом придется все стирать, всю одежду, иначе ходить уже невозможно. Ну чё, как? Нормально? Вот так где-то на такой высоте будет оно. Вот. Ну так вроде нормально. Сиденье будет сильно меньше, то есть здесь будут вырезы такие, тут под ремни, вот эта часть будет отсутствовать. Вот. Но зато оно может быть немножко толще. И плюс из карбона, который немножко легче, чем стеклоткань. Хотя вот эта конструкция довольно-таки прочная получилась. Еще пока что не взвешивал.
Ну, где-то, как и рассчитывал, килограмм 5-6 она весит. Это форма. А вот сама седлушка хочу, чтобы весила не больше, чем 3,5 килограмма. Вот как-то так, друзья. Видите, какая штуковина получилась. Таких матриц я еще не делал ни разу. Ну а теперь, коли уж мы все здесь так неожиданно собрались, давайте посмотрим еще кое-что интересненькое. Друзья, пришла посылочка от DP Labs. Ссылочку на ребят я, кстати, также оставлю в описании под этим видео. В общем, ребята сделали мне детали подвески. И это просто божественно, ребят. Смотрите, какие деталюшечки. Все так, как я и хотел. И, в принципе, сделано от начала и до конца. По моим 3D моделям. Но, правда, здесь вот Паша немножко все подвидоизменил. Вот, потому что те 3D модели, что я сделал, были слишком, так сказать, непростые. И не все было возможно сделать. Поэтому пришлось по моим же размерам немножко переделать и привести вот в божеский вид, так сказать, пригодный для 5-осевого фрезера. Сейчас я, пожалуй, их все распакую, потому что они практически все разные. И мы их внимательно рассмотрим. И расскажу, что да как, чтобы вам было уже полностью понятно все мои задумки и все вот эти вот мои приколы. Да, это класс, ребят. Вообще, ой, блин. Ну вот, смотрите, что мы имеем на данный момент. Вот это все, друзья, закладные рычагов подвески. Кроме вот этих двух, это закладные, которые будут прикрепляться к колесам. То есть нижние рычаги, они усиленные, и они имеют ухо крепления амортизатора. Усиленные они тем, что сюда будет вставляться отдельный ШС, такой шаровый подшипник, наподобие этого я его уже начал вставлять. И закручиваться гайкой. То есть тут, как вы можете заметить, имеется резьба. И я самостоятельно на токарном станке выточу гаечки и буду все это дело закручивать. И раскручивать, когда подшипнички будут изнашиваться. На верхнюю же часть рычагов я не предусмотрел таких закладных. Буду просто вкручивать ШСы на резьбе. Там нагрузки не такие дикие, там нет амортизатора, нет изгибающего момента практически, ну, кроме того, который действует при торможении. Но так как они находятся выше, то этот сгибающий ШС момент, он там сильно меньше. Резьба под ШСы, как видите, не нарезана, потому что я еще до сих пор не определился, какие буду использовать. Но у меня уже есть кое-какие наметки, естественно. Какая же все-таки красота, ребята. Как для меня, так это просто фантастика. А еще смотрите, по моему желанию сделаны вот здесь насечки. То есть там, где будет наматываться карбон, вот эти бугры будут препятствовать вырыванию рычага вот в ту сторону, а насечки будут препятствовать прокручиванию. То есть все складывается очень-очень классно, очень благополучно. Еще эти места можно отпескоструить, тогда еще лучше будет адгезия карбона к алюминию. Это не простой алюминий, это дюралюминий закаленный D16T. Не просто так, друзья. Все здесь весьма не просто так. И, кстати, да, если вам нужны будут такие вот достаточно сложные детали, которые нужно изготовлять на 5-осевом фрезерном станке, то можете также обратиться к моим друзьям, ребята, вот по этому адресу. Metal Pro Tech. И столик для сварки, вот этот с нержавейки, тоже делали ребята. Правда, не на 5-осевом фрезере, а на станке лазерной резки. В общем, запоминайте ссылочку. Я ее еще даже, естественно, продублирую в описании. Ребята занимаются всеми видами металлообработки. ЧПУ фрезеровка, ЧПУ токарка, лазерная резка, гибка листовых металлов, порошковая покраска и так далее. С полным спектром услуг можете ознакомиться на сайте Metal Pro Tech. Правда, учтите, что фрезеровка на 5-координатнике вещь довольно-таки дорогая, но оно того стоит. Мне сделали по дружбе, ребята, скрывать не буду, бесплатно. Ко мне недавно пришли карбоновые трубы нового образца. Они просто немножко меньшего диаметра. И мы сейчас сможем прикинуть, как будут выглядеть рычаги, чтобы вы уже точно знали. В этой серии мы делать их не будем окончательно, потому что довольно-таки долгий процесс.
А я, ребята, только восстановился после болезни и как бы, ну, хочется выпустить поскорее видео, не буду скрывать, чтобы вы не забыли обо мне. А если я начну это все делать, то это затянется еще на неделю как минимум. В общем, вот такие трубочки, ребята. А те, что я ранее заказывал, были вот такие. Немножко большего диаметра, как можете заметить. Поэтому перезаказал на тоненькие. Все, как вы понимаете, для облегчения болида. Итак, что мы будем делать? Для тех, кто еще не разобрался и не понял. Ну, для начала надо будет, конечно, выточить гаечки вон туда. Вот так лучше видно резьбу. Обточить вот эти места. Здесь просто было жертвенное тело. Такая бабышка, за которую деталь крепилась в тиски. Ну а потом она уже в 5 координатах там вот так по-всякому обрабатывалась. Ну а затем мы просто приклеиваем трубочки. Ой, как хорошо оно вставляется. Именно ради этого все и затевалось, друзья, чтобы все было точно. И оно уже довольно жесткое. Ну а с этой стороны мы будем приклеивать вот эти закладные. Вот такой рычаг получается, друзья. В итоге, естественно, он слишком гигантский, потому что трубки будут подрезаться по нужному размеру. Нужно мне поехать затарить фанеры, ну, либо какого-то листового дерева. И путем закрепления рычагов уже по нужным размерам в кондукторе склеить все в единую конструкцию. Здесь у нас ШСы. Это ШСы на 10, ну, наверное, я все-таки на 12 буду устанавливать. Что-то на 10 маловатые, не правда ли, друзья? Это я так, для примерки. У меня будут более серьезные, более крутые ШСы. Ну и вот смотрите, какие получаются рычаги первоначально. А потом, ребят, после того, как склеится и все будет уже мега точно хорошо, я смогу их вынуть из кондуктора и сверху намотать вот здесь карбона. Столько, сколько мне нужно. Трубочки прикупил потоньше, потому что довольно-таки много надо будет наматывать. И чтобы рычаги вот такой толщины не получились, сделал изначально форму внутреннюю потоньше. Она тоже будет играть свою роль. Хотя вот эту внутряночку можно было сделать в принципе какую угодно. Это один вариант. Это другой вариант. Видите? Все разное. Получается, всего будет 8 рычагов. Ну и мне кажется, у многих появляются вопросы, а что же вот это за штуковины? А это, друзья мои, хитрая вещь. Дело в том, что передняя ось, она поворачивается, и там ограничивает рулевая колеса. А на задней оси мы будем ограничивать с помощью вот этих штуковин. Потому что рычаги будут иметь несколько другую конструкцию. Вместо одной из этих закладных вставляется такая закладная. Сюда вставляется ШС. И еще одна трубочка, которая идет до колеса. Так, ну тут ШСик будет поменьше, поэтому покажу схематически. И вот так получается карбоновая трубочка пойдет до колеса, и это будет нижний задний рычаг, тот, который на колесах устанавливается. Ну а здесь будет вот так, то же самое. Так что вот что у нас в принципе получается. Все вектора, все расчеты сделаны максимально, ребята, жестко. То есть делал все с запасом. Многим не понравились ухи вот эти. То есть им показалось, что уши довольно-таки тонкие, когда я в телеге выкладывал. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка будет в описании. Ну, на самом деле, каждое вот это сечение, оно выдерживает около 5 тонн. А так как оно одно по себе не действует, оно будет 2 действовать в 2 стороны, то есть около 10 тонн на разрыв получается. На разрыв оно вряд ли будет работать на колесе, оно будет больше удар идти на сжатие. То есть когда мы в повороте, например, едем, будет давить туда вот так ударом. Потому что мы все время центростремительной силой будем стремиться ударить туда. Ну а если будет нам бить дорога вот так,
то тоже, в принципе, здесь все толсто и здесь все мощно. По идее, все должно выдерживать. И это вам, ребята, не какой-то там пластилиниум. Это D16T. Это мега жесткий авиационный дюралюминий. Это очень серьезный металл. Вы не подумайте ничего такого, что тут какую-то мы ерунду делаем. Не-не-не. Тут все серьезно, все очень круто. По всем расчетам, вот такие маленькие 10-е ШСы в этом месте, в месте крепления к кузову, должны абсолютно хорошо все выдерживать. У них на разрыв около 4,5-5 тонн. Но все-таки, друзья, в принципе, мы ничего не потеряем, то есть не приобретем очень много веса, если поставим, например, 12-е. Вот такого плана. Это очень крутые, дорогие ШСы. У меня есть и 10-е такие, в принципе. Ну, я думаю, поставить лучше всего 12-е. Уже, чтобы гарантированно не париться по этому поводу. И чтобы гарантированно знать, что все выдержит. Они каленые в усмерть. Когда я был у Дмитрия Павловича в гостях, у них есть станочек для измерения твердости. И мы измерили твердость, получилось 45 единиц. Ну, вот напильник я считал, что 45 единиц должен брать. Он, в принципе, хороший напильник и берет. Но с большим трудом, друзья. Так что все, в общем-то, сходится. Не такие уж они и каленые в стекло. Так что это просто супер оптимальный вариант. И видите, какая конструкция. Здесь вообще шар установлен четко, плотно. Ну, а здесь есть такие пропилы, именно вот таким образом этот шар и вставлялся, а потом заливалось компаундом. Там внутри есть полость, то есть они металл по металлу особо не трутся. Там такая со сверхтвердого пластика какого-то вставка залитая. И все прекрасно работает. То есть это очень хорошие, очень качественные. Брал, кстати, на Алишке, но они, по всей видимости, не китайские. Они откуда-то с другого места заказываются. Ну, через Алиэкспресс. Вы, я надеюсь, уже знаете, что на Али не только китайская, на Али еще и русская продается. И всякое разное другое. Кто хочет, может продавать на Али. Хотите, можете вы что-то там продавать, если производите. Затарил полный комплект. Недавно все пришло, и можно будет уже думать, перерезать резьбы, делать кондуктора и делать рычаги уже в идеале. Хотя, может быть, стоит еще немножко подождать, начать это делать, когда я уже полностью смоделирую монокок. Тогда, может быть, начинать делать рычаги, потому что могут быть некоторые небольшие подвижки в ту или иную сторону. Целое состояние вот это стоит, друзья. Ну, а вас, я думаю, можно не спрашивать, какие ставить, 10 или 12. Вы все равно скажете 12, а еще лучше 14 ставь. Правильно ведь? Но я так и знал. А уже вот сюда, в это отверстие, я буду действительно 14 ставить, авиационные. Резьбу нарежу, естественно, сам уже. Это было лично мое предпочтение, чтобы хоть немного упростить ребятам задачу. Также я еще попросил не обрабатывать вот эти части, потому что тоже хотел упростить. Сам обработаю, ребят, все. Мне, в общем-то, не трудно, ну а ЧПУшники пускай занимаются чисто ЧПУ, без всякой слесарки. Собрал небольшую инсталляцию из рычагов. Вот такая кучка всего-навсего рычагов получается. Скоро предстоит гигантское количество работы. Просто гигантское, друзья. Здесь очень долго надо будет все это дело карбонизировать, обматывать, обтачивать. Но результат должен нам понравиться. По весу и по прочности. Это точно. Так, ну и еще несколько слов о мелочах, которые все-таки по-прежнему преследуют этот проект, друзья. Значит, смотрите, все-таки нашлись добрые люди. Максим, большое спасибо тебе за вот это вот. Смотрите, что мы имеем, ребята. Это стопорные кольца на мой дифференциал, которые я наконец-таки смогу окончательно собрать. Изначально эти колечки были вот такого плана, только были чуть-чуть потолще, где-то 4 мм толщиной. Ну а благодаря Максиму и плоскошлифовальному станку они стали совсем уж тоненькие и приобрели, смотрите, какой прекрасный цвет. То есть покрыто антикором.
Я, честно говоря, доподлинно не знаю, как этот антикор называется. Все, теперь я смогу прорезать канавки и установить колечки, которые будут фиксировать подшипнички от перемещения и смещения. И на вот этих вот пластинах, которые нужно будет дооблегчать, естественно, и на самом дифференциале. На дифференциале у меня уже даже, вот смотрите, проточка имеется. Ну что ж, друзья, у меня, к сожалению, на этом больше новостей нет. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите своим жирным эпичным лайком. Всем пока, до новых встреч!